Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим правила написания одинарного и двойного «н» в причастиях. Узнаем, как правильно писать «не» в причастиях и что такое причастный оборот. Полные страдательные причастия прошедшего времени пишутся суффиксом двойное «н». От них следует отличать отглагольные и прилагательные. Они образованы от глаголов несовершенного вида, не имеют приставки или зависимого слова, всегда пишется с одной «н». Например, ломаный, жареный. Двойное «н» пишется в причастиях совершенного вида, например, решенная проблема. Если есть приставка, кроме «не», например, прочитанная книга. Если есть зависимое слово, например, раненый пулей боец. В причастиях с суффиксом «ова», «ева», «йова» и «рова». Такие слова, как маринованный, корчеванный. Но слова жеванный, кованный необходимо запомнить, они пишутся с одной буквой «н». Одна буква «н» пишется всегда в кратких формах страдательных причастий прошедшего времени. Например, такие слова, как помечен, скошен, высушены, решена. Если нет приставки, например, крещенный младенец. Если нет зависимого слова, например, крашеный пол. Если есть приставка «не», например, некрашенный пол. Необходимо запомнить: названный брат пишется с одной «н», названный выше пишется с двумя «н», приданная невеста пишется с одной «н», приданный чему-то пишется с двумя «н», посаженный отец пишется с одной «н», посаженное в парке дерево пишется с двумя «н». Причастие с двумя «н», если без приставок. Такие слова необходимо запомнить: купленный, лишенный, брошенный, решенный, обещанный, лишенный, брошенный, решенный, обещанный, рожденный, пойманный, прощенный, плененный, данный, обиженный, виденный, читанный. Рассмотрим правописание «не» в причастиях. «Не» пишется слитно с причастиями, которые без «не» не употребляются. Например, ненавидимый, негодующий, с причастиями, образованными от глаголов с приставкой «недо». Например, недосчитавшийся, если нет зависимых слов или противопоставления, например, незамеченная ошибка. «Не» пишется раздельно при наличии зависимых слов, например, незамеченная никем ошибка, при наличии противопоставления, незамеченная, а пропущенная ошибка. С краткими страдательными причастиями ошибка не замечена. Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. В предложении причастный оборот и причастие являются обособленным и необособленным согласованным определением. Если причастный оборот стоит после определяемого слова, оно выделяется запятыми с двух сторон. Например, программа, давшая сбой, сломала компьютер. Давшая сбой является причастным оборотом. Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, запятые не ставятся. Например, давшая сбой программа сломала компьютер. Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, которое выражено местоимением, запятая ставится. Например, одаренный необычной силой, ставим запятую, он работал за четверых. Одаренный необычной силой здесь является причастным оборотом. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Первое. Необходимо распределить слова на два столбика с одним и двумя «н». Например, такие слова, как жареная картошка, поджаренный блинчик, жареные в масле грибы, писаная красавица, названный гость, связанные обязательствами, доверенное лицо, сделанный подарок, купленные в Италии, замаскированный тайник и так далее. Второе задание. Необходимо написать слитно или раздельно. Неоткрытая дверь, урок не выучен, урок до сих пор не выучен, не просохшая после прогулки одежда, неполадки не обнаружены, движение машин не прекращено, неприятный подарок и так далее. И последнее задание. Необходимо поставить знаки препинания, выделить причастные обороты. Такие предложения, как «сыплющиеся с неба снежинки похожи на яркие звездочки». Ребенок, читающий книгу, вызывает у родителей восторг.
Повисшие в небе облака принесли ветер с юга. Скачущий по дороге зайчик живет в соседнем лесу. Машущая платком девочка провожала поезд и так далее. Обязательно в комментариях напишите свои результаты, вопросы и пожелания. Я вам желаю больших успехов. Спасибо за внимание и до новых встреч!